Добрый день, Фат Агеевич. Добрый день, Ребе. Возвращаемся к недельной главе от Труба. Да, Ну, поделитесь вашими мыслями. да, вот я это самое, а, я просто стал вспоминать нашу прошлогоднюю запись, значит, и там была великая, так сказать, для меня это вот опять же, понимаете, я тогда высказал такое мнение, что вот то, как описано, как изготавливается, значит, мешкан, это, ну, по сегодняшним временам, это высшая инженерная, так сказать, ну, как бы сказать, курс высшей инженерной мысли, понимаете? Это вот представить себе 4000 лет назад, когда это все рассказывалось, это действительно было что-то, нечто выдающееся. Вчера, когда я перечитывал, сегодня утром, значит, перечитывал ее, мне вот другая мысль пришла в голову. Вот я хотел бы зачитать, то есть другая, она все тоже продолжается. Смотрите, я сейчас возьму Тору и буду просто вот какие-то кусочки хочу сначала прочесть, потому что это фантастически просто что-то вот. Глава 25, 17, пастухи 17, 20. Да, ну я вот, скажем, 20 прочту. И пусть херувимы будут с простертыми вверх, и пусть будут херувимы с простертыми вверх крыльями. Крылья их должны прикрывать крышку, и пусть будут лицами своими обращены друг к другу, а лица да будут наклонены к крышке. Да? Там, глава 26. Сейчас, подождите, один вот опять. Сделай светильник, да, идет описание светильника, и как должны быть 6 ветвей сделаны, и 3 чашечки, и какие ветви должны быть, а чашечки миндалевидные, на самом светильнике 4 чашечки, каждая с венчиком и лепестками. 26 глава. Значит, ткань, и ткань описывается. И смотрите, 26.1. И тканные изображения херувимов сделай на них. Это вот на 10 полосах, понимаете? Вот. Значит, так, 27 это... Ну, здесь я говорю, здесь много, это можно просто читать, это же вот сплошное там 9, 8. Вот. Ограждение. Из толченого льна такой с одной стороны, и с другой стороны. Вот это все пишется. И вот дальше я вот стал думать, смотрите, ведь что происходит. Ведь это же, понимаете, развитие просто художественного видения на самом деле. Вот тканное изображение херувимов можно сделать, предварительно не сделав эскиз, например? Нет, конечно. Нельзя сделать. И вот это все, если вот все сложить, изображения были запрещены, вообще говоря, да, вот человеческие там, ну, понятно, откуда это и шло, мы это обсуждали, это чтобы там пресечь вот эти поклонения, так сказать, идолам и так далее. Но, посмотрите, здесь же вот все, что здесь написано, это же не, как бы сказать, наоборот, стимулирует, понимаете? Да, изображений нет, а художественное и прикладное искусство здесь просто вот в полной мере, значит, поддержано, так сказать, и рекомендовано. Вот у меня такая, значит, вот когда я читал это, такая мысль возникла, что и почему всего, допустим, синагоги сегодня достаточно скромные,
Тоже понятно, почему это вся 4000-летняя история со всеми, так сказать, разрушениями храма, с этими самыми изгнаниями и так далее, и так далее. Поэтому понятно, что это не могло быть такой художественной роскошью, так сказать, отличаться, просто пришли бы и забрали, так сказать, украли бы там, ну и понятно, да. Поэтому этого нет. Но сама вот эта идея о том, что надо вот так вот, как сказать, вот это все делать, а для этого же надо учиться, для этого же надо работать, вот она здесь есть. Вот я это и хотел с вами поделиться. Ну да, действительно, это требует и прикладного труда, большого-большого прикладного труда, литье, ковка, ткани, вышивки, шнурки, все это нужно делать вручную. И в том числе это имеет художественную основу, художественную деталь, вернее, не детали, детали это не назовешь, составляющую художественную. Да, И мы как-то, составляющую, конечно. да, мы как-то с вами говорили, я сейчас не помню, в каком контексте это было, но вы высказывали опасения о том, что красота может отвлекать. Поэтому у нас вот нет изображений и нет особого такого декора. Весь декор, который у нас с вами описан, он внутри. Люди, стоящие снаружи, его не видят. Да, да. Видят только те, кто находится внутри. И тогда мы можем подумать о том, какую функцию он несет. Если мы говорим о художественности, то и понятно, что прикладной функции, в общем-то, нет. И значит, мы должны раскрывать с вами образы, которые возникают, глядя на ту или иную деталь. Это комментарий многих наших комментаторов. Вот Раванеля на эту тему говорил. До него раввины, ранние раввины тоже пытались найти символику изображений. Как раз про крувимов на потолке, а стены были деревянные, про крувимов на потолке комментариев я не встречал. Но представьте себе, что этих полотнищ несколько, значит, у крувимов несколько. И получается, что это вот некое сообщество, некая группа, в которой первосвященник, он как будто не один, как будто он находится в группе людей. И, возможно, это должно нести, ну, не, если не людей, то вот каких-то существ, должно было придавать ему некую, я не знаю, может быть, уверенность. Мы можем только гадать на эту тему. Зачем крувимы на потолке? Глаза часто поднимали к небу. У нас есть упоминание о том, что евреи молились с поднятыми вверх руками. Да. Руки поднимают и глаза, обращаясь, как мы говорим, от Шема Шамаим, во имя небес. Мы обращаемся туда. Просто не потому, что он только там. Он везде, это понятно. Но небеса наиболее впечатляющие, что мы с вами видим. Вот до горизонта всего 22 километра, а небеса бесконечны. У нас взгляд проникает, глаза расширяются, и само состояние такое охватывает чего-то большого, бесконечного. Поэтому мы часто обращались к небу. Вот священник в данном случае, он не мог быть под небом, он находился внутри храма, но вот подняв руки и голову, он мог убедиться, что перед ним, ну не перед ним, а вот где-то рядом Адонай Цваот. Мы так называем, греки неправильно это переводят, но на самом деле Адонай Цваот – это Господь воинств, и воинствами небесными являются, в общем-то, так сказать, многие существа, в том числе ангелы. Наш народ Всевышний тоже называет своим воинством. И он говорит, выведу, когда он говорит о Египте, выведу я воинство свои. Это значит нас с вами.
Вот такая образность, может быть, помогала священнику, вдохновляла его, так сказать, может быть, не давала ему ощущения одиночества, потому что изображений, как мы говорим, никаких быть и не могло, и в то же время подталкивать его, настроиться на очень такой необычный лад. Он видел крылатые существа, круги крылатые, он видел, и, возможно, у него были вот какие-то дополнительные чувства возникали, которые помогали ему все делать правильно и ответственно нести свою работу. Молитв в то время не было, поэтому он просто занимался своим делом внутри храма. Мне очень понравился комментарий, я сейчас не помню, кого из раввинов, прошу прощения, но комментарий был по поводу крувимов на крышке. Ну, поскольку мы закончили Да-да-да. крувимов на крышке, и комментарий, классический комментарий, на самом деле уже для нас, говорит о том, что они лицом должны были стоять или Они сидеть. наклонены вниз должны были. Да. В то же время вот они грудь к грудь, голова к голове, они повернуты друг к другу. И комментарий будет такой: это учит нас, то есть это символизирует, потому что ковчег носили, люди его могли видеть, это символизирует отношения между людьми, что мы не должны отворачиваться от беды другого человека, мы должны всегда быть лицом к лицу к своему брату. Ну, довольно такой поэтический комментарий. В этом смысле я хотел бы продолжить его, потому что вот как раз в наших главах звучит фраза «постройте святилище мне, чтоб я жил между вами». Это хам. Да. Между вами. И вот если соединить это бетохам, я буду жить между вами, и соединить человек, повернутый лицом, то есть доброжелательно и с желанием помочь, повернутый к другому человеку, а в этой главе написано о том, что между ними я буду являться, то есть между крувим, а крувим у нас теперь символ человек-человек, то тогда выражение бетохам, то есть между вами, означает, что как только мы поворачиваемся друг к другу лицом, не отворачиваемся, не обращаем внимания, а именно так поворачиваемся, именно в этот момент Всевышний живет между нами. И комментаторы очень много на эту тему говорят. В прошлой главе и в этой главе они говорили о том, что комментарии такие, что там, где два человека, там, вот если есть следы даже, не столько даже сами люди, а вот если следы человеческие даже есть, вот двое, значит здесь пребывает шхина. Особенно если это, ну, наши раввины нас учат, наставляют. Они говорят, особенно если вы говорите о Торе. Вот как только заговорили о Торе, тут же над вами, или учите текст, вот тут же над вами простирается шхина, то есть такое божественное присутствие. Да. Да, невидимое облако. Ну, это красиво, это хорошая символика вот такой образности. И Минова, опять-таки, может быть, я не помню, в прошлом году мы об этом говорили или нет, но все комментаторы именно из-за того, что эта глава очень детализированно описывает стройку или из чего это будет собрано, мишкан будет собран, и многие отодвигают немножечко в сторонку тему буквальности, то есть строительства, и начинают говорить о символике. Начинают говорить о символике, потому что, ну, очень очевидно. Вот колечки, вот петельки, вот соединили, вот поставили. Это очевидно. А что может там скрываться за этим? И вот каждую деталечку начинает описывать.
начиная с минары. И, например, мне понравилось, сейчас опять-таки не вспомню сразу, но мне понравилось, это Аль-Шейх, Моше Аль-Шейх. Он говорит о том, что надо обращать внимание не только на то, что делается и с чем соединяется, как оно будет стоять, но и как это делается. И он говорит, вот посмотрите, минора, во-первых, сделана из чистого золота, а во-вторых, она выкована. То есть вот у тебя бесформенный кусок золота, и ты, постукивая молоточком и значит, растягивая этот кусочек золота, ты придаешь ему форму, и эта форма потом начинает функционировать. То есть сначала бесформенность, затем форма, и форма подсказывает функцию того, что это будет. И не только Аль-Шейх, но вот, как я уже говорил, Абраванель говорит о том, что минара – это символ человеческой души. Как душа должна быть светлой, так минара несет свет. И поэтому такие рекомендации, например, что избегайте дурных мыслей, потому что вот это будет уже не чистое золото. Да, вы говорите правильно, да, вы делаете что-то правильно. Никто не может проследить, что вы думаете, и вдруг у вас закрадываются какие-то там сомнения, еще что-то в этом роде, или, может быть, гнев на кого-нибудь. Но вот в этот момент ты с золота своей миноры, которая должна нести свет и тебе, и другим людям, ты в этот момент его как бы делаешь ненужные добавки в это золото, оно становится нечистым. Мало того, по поводу ковки, возвращаясь, что надо постукивать и придавать форму, он говорит, вот точно так же и душа. Она дается нам в первозданном виде, Бог ее вдыхает в нас при рождении, она в первозданном виде, но поскольку у нее есть своя функция светить, то над ней нужно очень долго трудиться. И вот молоточком, зубилом ли, я не знаю, керном, но мы аккуратненько всю свою жизнь, это не в юности делается, и не только там в зрелом возрасте, всю свою жизнь мы потихонечку формируем нашу душу, только тогда она сможет давать свет. Если не сформировать, это так и останется, так сказать, в своем первозданном виде. Ну, вот мне понравилось от Шейха. Да. Тем более, что, вообще говоря, вот я все время это подчеркиваю, что в Торе свобода, так сказать, человека, в этом смысле при принятии решения, она все время подчеркивается. Там нет вот такого, что всегда делай так. Но дальше ты отвечаешь за это, то, что ты сделал. И вот это то, что вы сказали, в это золото замешивается там какие-то вещи, это вот наша свобода, так сказать, принимать дурные решения. Да, это наш выбор. Это наш выбор, да. Вот. И очень, мне кажется, очень важно, потому что люди часто о себе думают, достаточно хорошо. Я же не убиваю никого, я не граблю никого, значит, вроде как и человек достаточно, значит, успешный в духовном плане. Нет, этого недостаточно. Мне нравится само выражение делать, лаасот, делать что-то. И тут приказано, выкуй, сделай эту минору. И, опираясь на Аль-Шейха, выкуй, сделай свою душу, потому что само собой это не сделается. Мне очень нравится, я все время повторяю, что посмотрите внимательно, что нам предписано по поводу шаббата. Лаасот эт хашаббат, литоратан беритолам. Это вечный завет делать в субботу.
это не просто она наступает, это не Конечно. просто, так сказать, ну, Всевышний объявил ее святым временем, но это не автоматически для нас, это не автоматически. Она наступит, конечно, на небесах, но если ты ее не сделаешь здесь, то субботы и не И будет. не будет. Для тебя ее не будет. Поэтому мы готовимся, поэтому мы украшаем, мы всячески делаем субботу. И часто говорю, что если вы не приложили труда, вы не почувствуете субботу, если вы ее не сделали. Вот то же самое с душой. Нельзя пускать на самотек. Надо работать. Если что-то заметил, вот примесь такую в золоте первозданной, сразу эту примесь очищать, вычищать и опять ковать, и ковать, и ковать, и ковать. Потому что это труд до конца нашей жизни. По результатам этого труда будет или не будет награда. Так что вот слово «делать», «работать» мне очень нравится в данном случае. Не пускать на самотек ничего. Вот так устроена еврейская традиция. В деталях, как мы сегодня читали в недельной главе, в деталях, в большом и в деталях мы должны очень-очень много делать. На нас ответственность. На нас ответственность. Ребе, а какие-нибудь, как бы сказать, комментарии вот по поводу именно вот этой художественной компоненты, так сказать, вот этой главы были? Я сейчас объясню, какого рода. Смыслы, да, безусловно, конечно, мы Тору читаем для того, чтобы обрести эти смыслы. Но вот я подумал о том, что, понимаете, те, кто это делал, это же действительно великое искусство, великий труд. А не было ли каких-то, ну, условно, объяснений, например, что вот что раскрашивались, допустим, эти самые кувшины таким образом, чтобы, так сказать, как-то вот не то чтобы воспроизвести, но вот напомнить, понимаете, особенно в период разрушения второго храма, там после, вот не было ли таких вещей каких-то, так сказать, вот это мне всегда, вот это я сейчас читал и думал, вот, понимаете, на самом деле же ведь это же программа, причем очень разностороннее, такого большого прикладного искусства, в котором, безусловно, есть и как бы сказать, академическая компонента, да, если так можно выразиться, потому что просто так выткать те же изображения этих множества херувимов, это невозможно, рисовать надо сначала. Не осталось ли это как-то в каких-то текстах, так сказать, вот потом, которые говорили, что вот теперь давайте кувшины будем так раскрашивать. Ну, например, я вот сейчас совершенно, так сказать, или одежду вот так вот ткать, чтобы напомнить вот о тех великих вещах, которые были сделаны. В текстах из того, что мне встречалось, в текстах были разговоры времен Мишны. Это значит примерно 1-2 век новой эры. Мы в это время находимся под Римом. И, соответственно, из каких-то политических соображений, из экономических соображений. Но наши люди время от времени бывали в римских банях, в римских домах. И, конечно, встал вопрос, а может ли еврей ходить в римскую баню, если там изображение Да, да. и человека, и каких-то там водных животных, может быть, даже какого-нибудь там Диониса можно было увидеть в веночке. И стоял такой вопрос. Разговор заканчивался таким образом о том, что мы этому не поклоняемся. Во-первых, это не мы сделали. Второе, мы этому точно не поклоняемся. Не, ну, естественно, это да. Поэтому вроде как бы ничего особенно грешного в этом и нет. Можно.
посещать, особенно если мозаика на полу, так я еще ее ногами попираю. Ага. Вот. Так что очень много. И времена уже, так сказать, третьего века синагоги стали тоже украшать вот по аналогии с греческими, римскими домами, стали украшать в том числе и синагоги. И мы знаем, что у нас были изображения как раз на полу, можно было эти изображения делать, но они носили такой вот, в общем-то, нейтральный, скажем так, характер. Мало того, 17-18 век, это такая синусоида, вы знаете, Да, то всплеск, понимаю. то всплеск такой вот скромности, скажем так, аскетизма. Сейчас, например, многие синагоги, ну, так сказать, практически не украшены. Кроме Практически мы хорошо, да. такие цветные пятна, может быть, витражи, в общем-то, тоже не изобразительного характера, а скорее просто, чтобы цвет внести в помещение синагоги, чтобы там было разноцветно, это дает другое настроение и помогает. Но мы знаем с вами синагоги, как, например, наша хоральная синагога, там изображение деревьев, неба, точно так же украшена, например, West London синагог в Лондоне, витражи красивые, и тоже очень много орнамента. Но 17-18 век наши родные местечковые синагоги, это вот Галиция, кое-где в Румынии, кое-где в Польше. Если мы с вами найдем рисунки или фотографии того времени, мы удивимся, насколько красочными они были. Они были все расписаны от пола до потолка, расписаны. То есть А, это были декоративные панно, на каждой делали специально не из больших досок или вот, ну, фанеры тогда еще не было, но какими-то большими такими плитами расписывали, эти плиты монтировали на стену, получались не то чтобы картины, но вот такие орнаменты с птицами, листьями, виноградом и так далее, и так далее. ага. Вот эту вы сейчас очень важную вещь для меня сказали. Надо будет поискать эти, может быть, где-то есть какие-то книги по вот искусству как раз росписи синагог. Мне было бы интересно посмотреть. То есть понятно, что Греция и Рим оказали большое влияние, так сказать, этими своей керамикой, там, в смысле, вот этими мозаикой и так далее. Но вот интересно было бы, вот как бы сказать, сопоставить, понимаете, то, что написано в главе Трума, и то, что, так сказать, и как расписывали синагоги. Есть ли отголоски какие-то, понимаете? Я думаю, Фатагевич, я думаю, что не будет. Мы не найдем отголосков, потому что у нас храм обладает вот некой особенной святостью. Все, что нам запрещено, ну, некоторые вещи, которые нам запрещены, в храме были разрешены. Например, шатлес, смешанные ткани. Нам с вами Да, категорически да, нельзя носить, да, или да. мы, если в субботу приносили жертвоприношение, значит, кто-то резал скот, нам нельзя, в храме можно. И многое из того, что разрешено было в храме, нам с вами запрещено. Поэтому, например, мы с вами не зажигаем в синагогах, мы не зажигаем семисвечник. У нас есть минаот. Во многих синагогах стоит, Есть, да. но их не зажигают. Зажигать можно было только в храме. Точно так же здесь. Если написано, что в мишкане были крувим, вот тогда, может быть, наши так могли думать, что этого нельзя делать в синагоге. Синагога не является храмом, Да, это поэтому, понятно, да. скорее всего, мы не найдем отголоски, но было бы просто интересно посмотреть, как люди думали, что они называли красивым,
Ну да, да, вот отголоски я даже не самих вот этих вещей. Понятно, что это уникально и все, как бы сказать, в одном экземпляре делалось, так сказать, это и не дай бог в те времена никто бы никогда не позволил, чтобы копия появилась, так сказать. Но отголоски я имел в виду в смысле вот самого искусства вот этого прикладного. Кто-то вот что-то развил, что-то в другую сторону пошел, на что-то, так сказать, предложил, и где-то, чтобы это было сделано. Так сказать, вот это было бы интересно посмотреть, потому что я с каким-то невыразимым удовольствием читал вот эти м, а, перечисления, что и как надо делать, понимаете. Но это я говорю, это просто инструкция там по прикладному искусству, и сразу понимаешь, что без подготовки, без академической компоненты этого прикладного тоже не было бы. Но задача, все-таки мы не должны забывать, что задача искусства, вот очень небольшая, очень скромная такая задача, это, скажем так, добавить, показать что-то, чего вот нет в обыденной Да, в жизни. обыденном, да, конечно. Добавить восторг еще и красотой. А этот восторг потом поможет тебе, так сказать, ну, не нам с вами, конечно, мы не Коэны, но вот ему помогало вдохновиться и Ну да, именно так, поднять как бы. красота поднимает, музыка поднимает, и красота Конечно, 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 поэзия поднимает. Это не главное в синагоге и в храме, это не главное, но это помогает. конечно, да, да, именно в этом контексте, конечно. Хорошо.